Всех приветствую на своем канале. Сегодня я хочу показать вам, как я сплела кашпо для такого цветочного горшка. Итак, делаем замеры. На картоне у нас будут вставлены стоечки, и кашпо будет плестись без донышка. Не будем мы донышко, просто начнем сразу плести бортики нашего кашпо. И кашпо мое будет закрывать блюдечко. Поэтому мне нужно взять блюдечко и обрисовать на картонке мое блюдечко. Обрисовали. Теперь вернемся к самому цветочному горшку. По верху сантиметром измеряем самую верхнюю, самую большую окружность. В моем случае получилось 78 сантиметров. Мне нужно это число разделить на 3. 3 это расстояние вверху у меня должно получиться между стоечками. 26 стоек получилось у меня. Я и хочу четное число стоек, так как я планирую здесь плести ситец, чтобы он не был у меня со смещением. Я планирую, в общем, мне нужно 20 четное количество стоек. Так у меня и получилось. Затем берем тоже сантиметров и измеряем по блюдечку, по самому широкому краю окружность. У меня получилось 62 сантиметра. Эти 62 сантиметра я делю на 26 моих стоечек. У меня получилось 2,38 сантиметра. Округляем, получаем 2,4 сантиметра. Отступаем от края где-то пару миллиметров. И с шилом или спицей, главное, чтобы вот у вас была толщина такая, как трубочка вот этой вот спицы. И через каждые 2,4 сантиметра делаем меточки и делаем насквозь такие отверстия, в которые я затем вставляю мои стоечки. Что я уже сделала? Мой круг здоровья, вращающийся, на него поместила возвышенность. В моем случае это лак. И вот моя конструкция. И моя форма сверху с утяжелителем внутри. Там внутри у меня утяжелитель, чтобы она не смещалась. Главное выставить форму по центру, чтобы везде было расстояние одинаковое. Я даже проверяю все с линеечкой, чтобы это все было ровно. Чтобы потом зрительно, если будет искажение самой формы. Так, вот, видите, насколько у меня там трубочки, пару сантиметров снизу. Почему на возвышенности? Потому что вот мне будет сейчас вот эти вот кончики будут мешать. Я их нигде не установлю. Все, беру себе 3 трубочки, рабочие уже трубочки. И помещаю их за каждую стоечку. Беру 3, так как я сейчас планирую плести веревочку из 3. Вот. И все, начинаю оплетать. Значит, раз, два, за третью. Моя веревочка из 3. Я проплету где-то ряда 3, наверное. Так, и смотрим, чтобы наши вот эти вот стойки вот так вот шли. Не на бочок, никуда они, чтобы не ровненько стояли. Так, ну все, я думаю, тут все понятно. Проплету ряда 3, веревочка из 3. О трубочках не сказала. Мои трубочки, все, что касается обработки, покраски, толщины и так далее, я укажу в описании, чтобы не тратить уже ваше время. Веревочка из 3 ряда у меня проплетено. Сейчас я буду переходить на ситец. Одну трубочку я спрятала, обрезала, и 2 я буду плести ситец вдогонку. Проплету одной, а потом второй. И так по кругу, не состыковывая ряды. Прежде я планирую утроить свои стоечки. По правую и по левую сторону я просто буду до самой картонки в упор вставлять свои стоечки с одной и с другой стороны.
Все без клея, без ничего. Вот так вот они будут себе здесь вплетены. Вот так вот я их все по периметру устрою. Самостоятельно я доплела, срезала стоечки, но вам сейчас расскажу. Снимать не стала, все и так понятно. После того, как я сплела ситец 1 на 1, я захотела здесь жуза украсить и добавила здесь вот такие вот ряды двойными и посередине тройными ситец вдогонку. Ну, 3 прутика и 2. В общем так, 1 на 1 переходит постепенно в 2 на 1, потом в 2 на 2 и тройная в одном ряду. Потом по убыванию сделала 2 на 2, 2 на 1 и 1 на 1 прутик. Все элементарно. И завершила я работу 3 рядами прямой веревочки из 3. Так же, как и начинала, чтобы у нас было что в начале, что в конце одинаково. Сейчас я показываю вам, как сделать загибку. Загибку я уже предварительно стоечки вставила. Старые обрезаны стоечки вровень с плетением. Вот вам сейчас просто показываю, как я вставляла, напоминаю вам, как я вставляла стоечки. Стоечки увлажнены точно так же, как и для плетения. Вставляю я новые стоечки до края прямой веревочки, чтобы не было вот здесь вот в просвете видно этот пенечек, чтобы это все было красиво. Как я сплела разгул в 5 прутиков, я вам здесь в этом видео не показываю. Для удобства, чтобы в будущих видео я могла давать ссылку на нее, я вывела это в отдельный мастер-класс. Ссылочку даю в описании на эту загибку. Работу закончила я с верхним краем. Теперь мне нужно с вот этим вот краем поработать, с донышком. Аккуратненько я сниму картон, вытащу все наши установленные ранее стоечки, и что мы имеем. Вот эти стоечки сейчас я обрежу вровень с плетением. Обрезала я их. Вот как видите, можно и так оставить. Ничего не будет. Ну, они не выпадут здесь. Наше изделие не разберется из-за этого. И донышко не будет видно. Но можно сделать и красиво. Я не беру свежие стоечки. Я беру те, которые у меня там более-менее длинненькие остались. По размеру мне достаточные. И вот до того момента я введу, где у меня прямая веревочка из 3, чтобы не дальше, чтобы вот прямая веревочка из 3 там все закрывает. И вот эти вот по правую сторону ставлю стоечки новые. Все стоечки у меня вставлены, и начинаю я с любого места. Моя задача сейчас просто вот эти вот пенечки попрятать. Беру я с любой стоечки, вот так вот беру, и перед этой стоечкой смотрю, где заканчиваются у меня здесь пенечки. Вот делаю надломчики, буквально 0,8 где-то сантиметра я делаю такой заломчик и прячу. Можно капать клей, я даже не стану капать, я буду грунтовать изделие. Оно все задубеет, ничего не выскочит в будущем. Все, следующую беру трубочку. То же самое перед стоечкой. Здесь делаю заломчик. Делаю углубление шилом или спицей за стоечками уже здесь с правой стороны. Туда прячем хвостик. Следующую беру, и так я покрою. Ну вот, красиво все спрятаны пенечки. Вот низ изделия.